Сегодня мы поговорим о ночных судорогах в ногах с рекомендациями врача-невролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Ночные судороги в ногах – неприятное явление, с которым многие люди сталкиваются в течение жизни. Уверена, что и в нашем блоге немало читателей хотя бы раз просыпались ночью от этих болезненных и неприятных спазмов. О них сегодня и поговорим. Что вообще за судороги такие? Это внезапные непроизвольные сокращения мышц, как правило, икроножных, а также стоп, длящиеся секунды-минуты, с последующей болезненностью в пораженной мышце от нескольких часов до суток. В большинстве случаев причину выявить не удается, и такие судороги называются идиопатическими. Есть и вторичные судороги, но причин здесь просто тьма. Для любителей глубоко копнуть и все равно ничего конкретного не выявить. Приведу лишь некоторые, самые частые. Первое. Нарушение биомеханики нижних конечностей связано с плоскостопием, длительным сидением за компьютером в одной позе. Вот же она, универсальная причина – гипермобильность суставов. Соответственно, подключаем ортопедов и ЗОЖ. Второе. Венозная недостаточность, речь о варикозном расширении вен, оценивается и лечится у флеболога. Третье. Нарушение водно-солевого обмена. Опять же, много всего. Недостаточное употребление жидкости, чрезмерное потоотделение, прием мочегонных средств, употребление алкоголя накануне, сахарный диабет, патология щитовидной железы, гемодиализ, беременность, недостаток магния и так далее. Четвертое. Неврологические болезни. Здесь целый спектр патологий от болезни Паркинсона до поражения нервного корешка. В большинстве случаев неврологу достаточно первичного осмотра, чтобы исключить этот пункт. Пятое. Как побочная реакция лекарств. Есть сведения, что чаще судороги в ногах связаны с некоторыми препаратами от бронхиальной астмы, бета-агонисты длительного действия, диуретиками, колесберегающее и тиазидное. Но сведения эти обрывочны и четких доказательств нет. Среди других лекарств, способных вызвать судороги, упоминаются оральные контрацептивы, коки, анксиолитики, сортаны, препараты от давления и так далее. Как вы видите, причин масса, и это еще не конец. Причем почти все неспецифические, то есть возможно их наличие у пациента, но судороги могут быть с ними и не связаны. Не исключено и сочетание нескольких факторов, например, плоскостопие плюс варикоз плюс гипотереоз. В общем, всем любителям и настаивающим на обследовании врач вправе выкатить шквал исследований и анализов на 100 тысяч рублей. И даже это не гарантирует, что причина будет выявлена. А даже если и выявить, нет гарантий, что прицельное лечение поможет. Поэтому в большинстве случаев пациентам достаточно первичного осмотра врача с исключением основных виновников судорог, и спазмы рассматриваются как идиопатические. Как купировать судороги? Самым действенным методом считается растяжение спазмированной мышцы. Если это икроножная, то выпрямить ногу, максимально согнув стопу на себя. Возможно температурное воздействие, струя теплой воды либо лед, но попробуй добеги до льда или душа в момент судорог. Если судороги частые, показана растяжка несколько раз в день даже в отсутствие спазмов и разминки после длительного пребывания в сидячей позе, а также избегать обезвоживания. В случае неэффективности перечисленных вариантов возможен прием тех самых витаминов группы В, противосудорожных препаратов и других. Подбирается это уже совместно с врачом в реально требующих этого ситуациях. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!